разрушена, горела. Это запах гари стоял внутри. Люди, Саша, вот сгорели в этом пожарище. Последние бои Берлинской операции, одного из самых жестких сражений Второй мировой войны, завершились 5-9 мая 1945 года. Часто говорят, что пролитая тогда кровь была напрасной, что Жуков зря гнал своих солдат на убой на Зиеловские высоты, да и сам Берлин штурмовать не стоило, немцы бы и так сдались. В этой причудливой смеси реальности и мифов правда иной раз дезинформирует читателя не хуже лжи. Попробуем разобраться, как было на самом деле. К началу апреля 1945 года советские войска в широкой полосе вышли к центральным районам Германии и находились в 60-70 километров от ее столицы Берлина. Придавая исключительное значение берлинскому направлению, главное командование вермахта развернуло на нем 3-ю танковую и 9-ю армию группы армии Висла, 4-ю танковую и 17-ю армию группы армии Центр, авиацию 6-го воздушного флота и воздушного флота Рейх. В составе этой группировки вошли 48 пехотных, 4 танковых и 10 моторизованных дивизий, 37 отдельных полков и 98 отдельных батальонов, 2 отдельных танковых полка, другие соединения и части видов вооруженных сил и родов войск, всего около 1 миллиона человек, 8 тысяч орудий и минометов, свыше 1200 танков и штурмовых орудий, 3330 самолетов. Район предстоявших боевых действий изобиловал большим количеством рек, озер, каналов и других лесных массивов, которые повсеместно использовались противником при создании системы оборонительных полос и рубежей. Одерско-Нейсенский оборонительный рубеж глубиной 20-40 км включал 3 полосы. Первая полоса, проходившая по западному берегу реки Одер и Нессе, состояла из 2-3 позиций и имела глубину 5-10 км. Особенно сильно она была укреплена перед Кюстринским плацдармом. Передний край прикрывался минными полями, проволочными заграждениями и малозаметными препятствиями. Средняя плотность минирования на важнейших направлениях достигала 2000 мин на 1 километр. На удалении 10-20 километров от переднего края проходила вторая полоса, оборудованная по западным берегам многочисленных рек. В ее пределах находились также Зиеловские высоты, которые возвышались над долиной реки Одер на 40-60 метров. Основу третьей полосы составляли населенные пункты, превращенные в сильные узлы сопротивления. Далее в глубине размещался Берлинский оборонительный район, состоявший из 3 кольцевых обводов и самого города, подготовленного к длительному сопротивлению. Внешний оборонительный обвод находился на удалении 25-40 км от центра, а внутренний проходил по окраинам берлинских пригородов. Цель операции заключалась в том, чтобы разгромить немецкие войска на берлинском направлении, овладеть столицей Германии и с выходом на реку Эльба войти в соприкосновение с армией союзников. Ее замыслом предусматривалось нанести несколько ударов в широкой полосе, окружить и одновременно рассечь вражескую группировку на части и уничтожить их по отдельности. К проведению операции ставка ВГК привлекла 2-й и 1-й белорусские, 1-й украинские фронты, часть сил Балтийского флота, 18-ю воздушную армию, Днепровскую военную флотилию, всего до 2,5 миллионов человек, 41 600 орудий и минометов, 6300 танков, ИСАУ, 8400 самолетов. Задача Первого Белорусского фронта состояла в том, чтобы нанести главный удар с Кюстринского плацдарма на Одере силами 7 армий, из них 2 танковых, овладеть Берлином и выйти на реку Эльба. Первому Украинскому фронту предстояло прорвать оборону противника на реке Нессе, частью сил содействовать Первому Белорусскому фронту и овладеть столицей Германии, а главными силами, развивая наступление в северном и северо-западном направлении, овладеть рубежом по реке Эльба до Дрездена. Окружение Берлина достигалось его обходом с севера и северо-запада войсками Первого Белорусского фронта, а с юга и юго-запада войсками Первого Украинского фронта. Второй Белорусский фронт получил задачу форсировать реку Одер в нижнем течении, разгромить штеттенскую группировку врага и продолжить наступление в направлении Ростока.
Переходу в наступление Первого Белорусского фронта предшествовала разведка боем, проводившаяся 14 и 15 апреля передовыми батальонами. Используя их успех на отдельных участках, в бой были введены полки первых эшелонов дивизий, которые преодолели полосу наиболее плотных минных заграждений, но принятые меры не позволили ввести в заблуждение немецкое командование, определив, что главный удар советских войск планирует нанести с Кюстринского плацдарма. Командующий группировкой армии Висла генерал-полковник Гейнрицы вечером 15 апреля приказал отвести пехотные части и артиллерию 9-й армии с передового края в глубину обороны. В 5 часов утра 16 апреля, еще до наступления рассвета, началась артиллерийская подготовка, в ходе которой наиболее плотный огонь велся по оставленной противником первой позиции. После ее окончания были включены 143 мощных прожектора. Не встречая организованного сопротивления, стрелковые соединения при поддержке авиации преодолели до 2 километров. Однако с их выходом к третьей позиции бои приняли ожесточенный характер. Чтобы нарастить силу удара, маршал Советского Союза Жуков ввел в сражение 1-ю и 2-ю гвардейскую танковые армии генерал-полковника Катукова и Богданова. В отличие от плана, этот ввод осуществлялся еще до овладения Зеловскими высотами, но только к исходу следующего дня дивизии 5-й ударной и 8-й гвардейской армии генерал-полковников Барзарина и Чуйкова совместно с танковыми корпусами при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации смогли прорвать оборону врага на второй полосе и продвинуться на глубину до 13 километров. В течение 18 и 19 апреля главная ударная группировка Первого Белорусского фронта, последовательно преодолевая эшелонированные позиции, полосы и рубежи, увеличила свое вклинивание до 30 километров и рассекла немецкую 9-ю армию на 3 части. Она привлекла к себе значительную часть оперативных резервов противника. За 4 дня он перебросил в ее полосу дополнительно 7 дивизий, 2 бригады истребителей танков, свыше 30 отдельных батальонов. Советские войска нанесли врагу значительный урон. 9 его дивизий потеряли до 80% людей и почти всю боевую технику. Еще 7 дивизий утратили свыше половины своего состава, но и собственные потери были значительными. Только в танках и САУ они составляли 727 единиц, 23% от имевшихся к началу операции. В полосе Первого Украинского фронта разведка боем была проведена в ночь на 16 апреля. Утром после артиллерийской и авиационной подготовки усиленные батальоны начали под прикрытием дымовой завесы форсирование реки Нейсе. Захватив плацдармы, они обеспечили наведение понтонных мостов, по которым на противоположный берег переправили соединения первого эшелона армии, а также передовые части 3-й и 4-й гвардейских танковых армий, 25-го и 4-го гвардейского танковых корпусов. В течение дня ударная группировка прорвала главную полосу обороны немецких войск на участке шириной 26 километров и продвинулась в глубину на 13 километров, однако, как и на Первом Белорусском фронте, задачу дня не выполнила. 17 апреля маршал Советского Союза Конев ввел в сражение главные силы 3-й и 4-й гвардейских танковых армий генерал-полковников Рыбалки и Лелюшка, которые прорвали вторую полосу обороны противника и за 2 дня продвинулись на 18 километров. Попытки немецкого командования задержать их наступление многочисленными контратаками своих резервов успеха не имели, и оно вынуждено было начать отход на 3-ю полосу обороны, проходящую по реке Шпрее. Для того, чтобы упредить врага в занятии подобного оборонительного рубежа, командующий войсками фронта приказал максимально нарастить темпы продвижения. Выполняя поставленную задачу, стрелковые дивизии 13-й армии, танковые корпуса 3-й и 4-й гвардейских танковых армий к исходу 18 апреля вышли к Шпрее, сходу форсировав ее и захватили плацдарм. В целом, за 3 дня ударная группировка фронта завершила прорыв Нейского оборонительного рубежа на направлении главного удара на глубину до 30 километров. Одновременно действовавшая на Дрезденском направлении 2-я армия войска польского, 52-я армия и 1-й гвардейский кавалерийский корпус продвинулись на запад на 25-30 километров. После прорыва Одерско-Нейсинского рубежа войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов начали развивать наступление с целью окружения Берлина. Маршал Советского Союза Жуков решил обход столицы Германии с северо-востока осуществить 47-й и 3-й ударной армии во взаимодействии с корпусами 2-й гвардейской танковой армии. 5-я ударная, 8-я гвардейская и 1-я гвардейская танковая армия должны были продолжать наступление на город с востока и изолировать от него франкфуртско-кубенскую группировку противника. По замыслу маршала Советского Союза Конева для охвата Берлина с юга предназначались 3-я гвардейская и 13-я армия, а также 3-я и 4-я
гвардейской танковой армии. При этом 4-й гвардейской танковой армии предстояло соединиться западнее города с войсками 1-го Белорусского фронта и окружить, собственно, берлинскую группировку врага. В течение 20-22 апреля характер боевых действий в полосе 1-го Белорусского фронта не изменился. Его армии вынуждены были, как и прежде, преодолевая ожесточенное сопротивление немецких войск в многочисленных опорных пунктах, каждый раз осуществлять артиллерийскую и авиационную подготовку. Танковые корпуса так и не смогли оторваться от стрелковых частей и действовали на одной линии с ними. Тем не менее, они последовательно прорывали внешние и внутренние оборонительные обводы города и завязали бои на его северо-восточных и северных окраинах. В более благоприятных условиях действовал Первый Украинский фронт. В ходе прорыва оборонительных рубежей на реках Нейсе и Шпрее он разгромил оперативные резервы противника, что позволило подвижным соединениям развивать наступление по отдельным направлениям в высоких темпах. 20 апреля 3-я и 4-я гвардейские танковые армии вышли на подступы к Берлину. Уничтожив в течение последующих 2 дней противника в районах Цоссена, Люкенвальда и Ютенбурга, они преодолели внешний берлинский оборонительный обвод, ворвались на южную окраину города и отрезали пути отхода немецкой 9-й армии на запад. Для выполнения этой же задачи в сражении также была введена из 2-го эшелона 28-я армия генерал-лейтенанта Лучинского. В ходе дальнейших действий части 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта и 28-й армии 1-го Украинского фронта 24 апреля установили взаимодействие в районе Бонсдорфа, завершив тем самым окружение франкфуртско-губенской группировки врага. На следующий день, когда западнее Потсдама соединились 2-я и 4-я гвардейские танковые армии, такая же участь постигла его берлинскую группировку. Тогда же подразделения 5-й гвардейской армии генерал-полковника Жадова встретились на Эльбе в районе Таргау с военнослужащими американской 1-й армии. Начиная с 20 апреля к реализации общего замысла операции приступил и 2-й Белорусский фронт маршала Советского Союза Рокоссовского. В тот день соединения 65-й, 70-й и 49-й армии генерал-полковника Батова, Попова форсировали реку Вест-Одер и захватили плацдарм на его западном берегу. Преодолевая огневое сопротивление противника и отражая контратаки его резервов, соединения 65-й и 70-й армии объединили захваченные плацдармы в один широкий до 30 километров и глубиной до 6 километров. Развивая с него наступление, они к исходу 25 апреля завершили прорыв главной полосы обороны немецкой 3-й танковой армии. Завершающий этап берлинской наступательной операции начался 26 апреля. Его содержание заключалось в уничтожении окруженных вражеских группировок и овладении столицей Германии. Приняв решение удерживать Берлин до последней возможности, Гитлер еще 22 апреля приказал 12-й армии, до того времени действовавшей против американских войск, прорваться к южным пригородам города. В том же направлении должна была осуществлять прорыв окруженная 9-я армия. После соединения им предстояло нанести удар по советским войскам, обошедшим Берлин с юга. Навстречу им с севера планировалось развернуть наступление армейской группой Штейнера. Предвидя возможность прорыва франкфуртско-губенской группировки противника на запад, маршал Советского Союза Конев приказал 4 стрелковым дивизиям 28-й и 13-й армии усиленными танками, САУ и противотанковой артиллерией перейти к обороне и сорвать планы главного командования вермахта. Одновременно началось уничтожение окруженных войск. К тому времени в лесах юго-восточной Берлина были блокированы до 15 дивизий немецких 9-й и 4-й танковых армий. В них насчитывалось 200 тысяч солдат и офицеров, более 2000 орудий и минометов, свыше 300 танков и штурмовых орудий. Для разгрома врага из состава 2 фронтов были привлечены 6 армий, часть сил 3-й и 4-й гвардейских танковых армий, основные силы 2-й воздушной армии генерал-полковника авиации Красовского. Нанося одновременные фронтальные удары и удары по сходящимся направлениям, советские войска постоянно уменьшали площадь района окружения, рассекали группировку противника на части, нарушали взаимодействие между ними и уничтожали по отдельности. Одновременно они пресекали непрекращающиеся попытки немецкого командования осуществить прорыв на соединение с 12-й армией. Для этого пришлось постоянно наращивать силы и средства на угрожаемых направлениях, увеличить глубину боевых порядков войск на них до 15-20 километров.
Невзирая на большие потери, враг настойчиво рвался на запад. Его максимальное продвижение составляло более 30 километров, а минимальное расстояние между наносившими встречные удары соединениями 9-й и 12-й армии всего 3-4 километра. Тем не менее, к началу мая франкфуртская губернская группировка прекратила свое существование. В ходе тяжелых боев были уничтожены до 60 тысяч человек, пленены 120 тысяч солдат и офицеров, захвачены свыше 300 танков и штурмовых орудий, 1500 орудий полевой и зенитной артиллерии, 17 600 автомашин, большое количество другой техники. Уничтожение берлинской группировки, которая насчитывала свыше 200 тысяч человек, более 3000 орудий и минометов, 250 танков, осуществлялось в период с 26 апреля по 2 мая. При этом основной способ преодоления сопротивления противника заключалось в широком применении штурмовых орудий в составе стрелковых подразделений, усиленных артиллерией, танками, САУ и саперами. Они вели наступление при поддержке авиации 16-й и 18-й воздушных армий на узких участках и рассекали немецкие части на множество изолированных групп. 26 апреля соединения 47-й армии 1-го Белорусского фронта и 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта разобщили группировки врага, находившиеся в Потсдаме и непосредственно в Берлине. На следующий день советские войска овладели Потсдамом и одновременно завязали бои в центральном 9-м оборонительном участке Берлина, где находились высшие государственные и военные органы управления Германии. 29 апреля стрелковые корпуса 3-й ударной армии вышли в район Рейхстага. Подступы к нему прикрывались рекой Шпрее и рядом укрепленных крупных зданий. В 13 часов 30 минут 30 апреля началась артиллерийская подготовка штурма, в котором, кроме артиллерии, действовавшей с закрытых позиций, приняли участие в качестве орудий прямой наводки 152 и 203 мм гаубицы. После ее окончания подразделения 79-го стрелкового корпуса атаковали противника и ворвались в Рейхстаг. В результате боев 30 апреля положение берлинской группировки стало безвыходным. Она была рассечена на изолированные группы, управление войсками во всех звеньях нарушено. Несмотря на это, отдельные подразделения и части врага в течение нескольких дней продолжали бесперспективное сопротивление. Только к исходу 5 мая оно было окончательно сломлено. В плен сдались 134 тысячи немецких солдат и офицеров. В период с 3 по 8 мая войска 1-го Белорусского фронта в широкой полосе выдвигались к реке Эльба. Действовавший севернее 2-й Белорусский фронт к тому времени завершил разгром немецкой 3-й танковой армии, вышел к побережью Балтийского моря и на рубеж Эльбы. 4 мая на участке Висмар Грабов его соединения установили контакт с частями английской 2-й армии. В ходе Берлинской операции 2-й и 1-й белорусские, 1-й украинские фронты разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизованных дивизий, 3 боевых группы, 10 отдельных бригад, 31 отдельный полк, 12 отдельных батальонов и 2 военные школы немцев. Они пленили около 480 тысяч солдат и офицеров противника, захватили 1550 танков, 8600 орудий, 4150 самолетов. При этом потери советских войск составили 274 184 человека, из них 78 291 безвозвратные, 2108 орудий и минометов, 1997 танков и самоходных артиллерийских установок, 917 боевых самолетов. Отличительной чертой операции по сравнению с наиболее крупными наступательными операциями, проведенными в 1944-45 годах, была ее небольшая глубина, которая составляла 160-200 километров. Это было обусловлено линией встречи советских и союзных войск по рубежу реки Эльба. Тем не менее, Берлинская операция представляет собой поучительный пример наступления с целью окружения крупной группировки врага с одновременным рассечением ее на части и уничтожением каждой из них порознь. В ней также в полной мере нашли свое отражение вопросы последовательного прорыва эшелонированных оборонительных полос и рубежей, своевременное наращивание силы удара, применение танковых армий и корпусов в качестве подвижных групп фронтов и армий, ведение боевых действий в крупном городе. За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленное в ходе операции, 187 соединений и частей удостоены почетного наименования «Берлинские». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года учреждена медаль за взятие Берлина, которой были награждены около 1 100 000 советских воинов.